Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Предлагаем вашему вниманию интервью Димаша Кудайбергена, опубликованное на итальянском сайте Game Legends. Среди множества талантливых певцов из Казахстана молодой Димаш Кудайберген уже стал легендой в своей стране, читаем мы. Певец, автор песен и мультиинструменталист родился в 1994 году, а вот в нашей стране об этом мало кто слышал. На самом деле перед вами артист, чей дебютный альбом стал платиновым всего за 37 секунд. Парень, чей вокальный диапазон просто невероятен. Певец, который стал известным в Китае и Азии после принятия участия в важном конкурсе I'm Singer. После работы над саундтреком к научно-фантастическому фильму «Создатели прошлое» он стал знаменитым. Вот наше интервью с Димашем, которое вышло как раз по случаю фильма. Ваша карьера сразу пошла в гору за этот год, но ожидали ли вы когда-нибудь, что вас пригласят петь в кино? Димаш Кудайберген. Моя карьера стала расширяться после моего участия в Singer в Китае 3 года назад. И с этого момента мне посчастливилось принять участие в саундтреках к 10 фильмам. Конечно, когда я был моложе, я всегда хотел работать над саундтреками к великим фильмам. И я действительно благодарю Бога за то, что получил такие важные предложения. Я могу только принять эти возможности с радостью. «Создатели прошлое» – это фантастический фильм, сочетающий в себе науку и фантазию. Есть ли фильм, который вдохновил вас? Могу сказать, что мне нравятся фильмы из упомянутых жанров. Когда я был ребенком, любил смотреть «Hollow Man» с Кевином Бэконом. Такие фильмы всегда меня вдохновляли. Я также большой поклонник «Титаника», фильмов Джеки Чана, а также «Властелина колец», который подарил мне бесчисленное множество идей. Ты любишь кино? Какие твои фильмы любимые и почему? Как я уже сказал, мне очень понравился Hollow Man, потому что он изображает события таким образом, что они приближаются к реальности. Режиссер показал, что странное невидимое существо или существа не могут оставаться в навязанном им состоянии более недели, потому что их мозг работает определенным образом. Их мозг не создан для такого рода событий, и поэтому люди начинают сходить с ума. Если бы что-то подобное происходило в реальной жизни, это, скорее всего, произошло бы так же, как нас показали в фильме. Вот почему мне он очень понравился. У вас есть итальянский фан-клуб? Насколько он большой? Как вы думаете, число ваших поклонников увеличится после выхода фильма? Я очень рад, что у меня есть фанаты в Италии. Если бы мне пришлось сравнивать их с некоторыми другими странами, например, с некоторыми азиатскими территориями, то там у меня определенно больше поклонников. Тем не менее, я очень надеюсь, что показ Creators the Past в вашей стране приведет к увеличению числа моих слушателей. Друзья, напомню еще раз, это было интервью Димаша Кудайбергена итальянским поклонникам его таланта. Всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».